Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, как сохранять состояние отдельных предметов в Unreal Engine 5.6. Это видео похоже будет на предыдущее видео, где я объяснял в целом про систему загрузки и сохранения. Мы будем использовать тот же самый подход, что и в прошлом видео. Мы будем использовать Game Instance, мы будем использовать Save Game Object. И основное отличие этого видео от предыдущего в том, что здесь мы будем сохранять информацию об разных заранее неизвестных предметах. То есть, если мы в прошлом видео сохраняли информацию об игроке, то если у вас это одиночная игра, вы знаете, что игрок у вас один, и вы без проблем знаете, к какому именно актору обратиться в данном случае. В том случае это был наш персонаж. И вы без проблем можете его найти и задать ему какие-то определенные параметры. Но что делать, если у вас на сцене много разных предметов? Например, это у вас какой-нибудь BP item, да, какой-то предмет, который вы можете поднимать. И как движку дать понять, какой именно предмет вы подняли, какой не подняли, и то есть какой нужно загружать при следующей загрузке игры, а какой можно смело удалять. Для этого мы будем использовать систему уникальных идентификаторов, которым мы будем задавать каждому актору, который находится на сцене. Итак, давайте создадим какой-нибудь тестовый предмет. Давайте я создам новую папку. Save Items назовем эту папку. Давайте создадим blueprint предмета BP Item. Давайте сразу же сделаем ему static mesh. И в настройках static mesh давайте выберем какой-нибудь предмет, если у меня тут есть. Да, у меня тут есть уже аптечка. Вот такая вот аптечка есть. Можно материалы ей назначить, если я сейчас найду. Так, материал, если у меня тут есть, давайте найдем. Ну вот какой-то такой вот материал. Давайте сразу вытащим его на сцену. Куда-нибудь сюда. И теперь давайте самую простую логику взаимодействия. Не будем использовать интерфейсы здесь, чтобы не растягивать видео. Мы просто добавим куб коллизии, при пересечении которой предмет будет уничтожаться, и мы будем предполагать, что он добавился в инвентарь. Саму систему инвентаря я тоже не буду здесь реализовывать, потому что это отдельные видео, отдельные темы, и тогда видео получится слишком долгим. Нажимаем на Box Collision, нажимаем On Component Begin Overlap. Давайте будем проверять по стандарту, что именно игровой персонаж пересек эту коллизию. Из Actor мы вытягиваем равно, сравниваем с игроком, ставим ноду branch, то есть если это условие выполнено, мы знаем, что именно игрок пересек эту коллизию. И тогда мы будем производить определенные действия. Во-первых, давайте через sequence сделаем, чтобы было удобнее. Сначала мы будем выводить сообщение о том, что мы подняли предмет. То есть давайте напишем item picked up, да? То есть предмет поднят. И следующим делом мы будем вызывать destroy actor. То есть мы будем просто уничтожать этот объект. Давайте скомпилируем, сохраним. Попробуем подойти к этому кубику. Точнее, не кубику, а к аптечке. Подошли, все, предмет исчез, и мы понимаем, что мы его подняли, да? Но давайте предположим, что у нас тут раз, два, три аптечки, да? То есть мы могли бы просто создать какую-то переменную в нашем game инстансе, да, и отправлять туда данные. Но как понять, какую именно аптечку мы подняли? Для этого мы добавим новую переменную в предмет. Но сразу скажу, для удобства масштабируемости, если у вас будет много разных предметов в игре, разных классов, разные блупринты, да, то есть в каждом создавать переменную отдельную, да, задавать ей имя, значение по умолчанию, будет не очень удобно, особенно если у вас потом как-то модифицируется логика, да, вам придется в каждом блупринте проводить изменения. Гораздо правильнее, на мой взгляд, использовать actor component.
Actor Component — это специальный класс Blueprint, он не имеет визуального представления, но он может хранить в себе логику, переменные, функции, события и так далее. И если вы добавите его в какой-то из блупринтов, то этот блупринт автоматически будет обладать всеми этими функциями, событиями и так далее. Поэтому мы создаем новый blueprint класс на базе Actor Component. Назовем его ACBP. Давайте назовем его Save. Ну или Saveable, да, то есть как угодно называйте, то есть, чтобы вы потом знали, что это за компонент. Открываем компонент и в нем создаем переменную. Назовем ее Unique ID. Она у нас будет типа string. То есть это будет строковая переменная. Давайте поставим ее instance editable, для того, чтобы мы в редакторе видели, да, какое значение у каждого предмета. То есть теперь... и нужно добавить этот actor компонент нашему предмету. Теперь, если вы на сцене, во viewport выберете ваш item, здесь во вкладке компонентов, в списке компонентов выбираете actor компонент, и вы видите эту переменную. Пока она у нас пустая. И теперь здесь далее вопрос будет, немножко наперед забежим, то есть как нам задать эти значения все уникальные, так, чтобы они не повторялись, в том числе даже на разных уровнях, потому что они также должны быть уникальны, вне зависимости от того, на каком уровне находятся эти предметы. И, конечно, есть вариант задавать вручную эти Unique ID, но если у вас их очень много, то это может стать проблемой, и чуть-чуть позже я покажу, как их автоматически генерировать можно, чтобы они не совпадали. Ну, далее мы идем, получается, в наш Game Instance. Так, из прошлого видео интерфейс я удалял, поэтому мы его сейчас создадим вручную. Давайте создадим интерфейс. Так, Blueprint интерфейс, назовем его BPI Save. И также создадим еще один Save Game Object. Назовем его BP Save Game. Вот так вот, Save Game Object, да? Так, теперь в Game инстансе мы создаем переменную. Назовем его, так и назовем, Save Game Object. Тип у нас будет только что созданный BP Save Game Object. То есть Game Instance у нас будет хранить в себе переменную Save Game Object, а в ней в свою очередь будет храниться вся информация, которую вы хотите сохранять и загружать при сохранении и загрузке вашей игры. В BP Save Game Object нам нужно создать массив, то есть переменную типа массива. Давайте назовем его item states. Это будет у нас массив. Точнее, даже лучше не массив, а map сделать, но изначально нам лучше сделать... Так, давайте сделаем вот так вот, да? Давайте сделаем string и превращаем ее в map. То есть, кто не знает, map — это словарь, который хранит в себе записи вида ключ и значения. String, то есть первый тип перемены выступает в качестве ключа, то есть по этому уникальному ключу вы находите информацию из второго столбика. То есть как это работает? Мы подаем в этот map значение, например, ID нашего предмета, а на выходе получаем какую-то информацию, любую. Это может быть boolean, это может быть целая структура, любая информация, которую вы хотите сохранить об этом предмете. В нашем случае, пускай это будет просто boolean, который будет означать, подняли мы предмет или нет. То есть, если предмет поднят, мы будем записывать в эту переменную значение string, ключ будет типа string равняться ID этого предмета, а boolean будет равняться true. То есть, это значит, что мы уже подняли этот предмет. И, соответственно, в BPI Save в интерфейсе нужно прописать функцию, которая будет отправлять эту информацию нашему game инстансу. Назовем его set item state, то есть задать состояние предмета. Входной параметр у него будет уникальный ID нашего предмета, то есть к какому предмету мы будем задавать новую информацию, обновленную в game инстансе, и само значение boolean, то есть мы подняли его или не подняли. Компилируем. Теперь
заходим в наш BP item, то есть при взаимодействии, когда мы его поднимаем, мы не только выводим сообщение и удаляем актора, а нужно еще дополнительно будет отправить информацию нашему game инстансу о том, что мы подняли этот предмет, то есть чтобы впоследствии ее потом сохранить. Вызываем наш game instance и вызываем только что созданную функцию set item state. Сюда мы подаем unique ID, это ID нашего предмета. Мы его вытягиваем из actor компонента. Напомню, потому что мы создавали actor компонент, и в нем находится эта переменная. Поэтому мы вытаскиваем наш actor компонент. Из него вытягиваем переменную unique ID, get unique ID, и подаем ее в сообщение, которое отправляем интерфейсу. Game instance через интерфейс. И ставим галочку picked up, то есть мы отправляем это значение нашему game инстансу. Он должен его обработать и сохранить в save game object. Заходим в наш game instance. Если не подключили интерфейс, нужно его подключить. PPI save. У нас появляются функции, которые мы здесь создали и настроили. Нажимаем два раза на эту функцию. Нет, не та. Вот это. Set item state. То есть, что будет происходить, когда game instance будет получать сообщение? Он будет брать наш game object, вытаскивать у него переменную. Как мы ее назвали? Мы ее назвали item states. Будет вытаскивать у нее переменную item states. Get item states. То есть мы достаем этот словарь наш и вызываем ноду add. То есть мы добавляем определенную запись в этот словарь. Что мы сюда подаем? В типе string мы подаем уникальный ID предмета, а в тип boolean мы подаем значение picked up, то есть то, что мы подняли этот предмет. Таким образом, наш game instance будет при взаимодействии с предметами будет запоминать, какие именно предметы он поднял. То есть в этой переменной item states будет храниться список предметов, которые мы подняли. Ну и далее стандартная логика. Когда мы будем нажимать кнопку сохранения, мы будем записывать в какой-нибудь слот. Давайте назовем этот слот Quick Save, быстрое сохранение. При вызове давайте сюда также добавим определенные функции. Это Save Game. Она будет принимать в себя параметр имя слота, то есть в какой слот мы будем записывать, сохранять игру. И также функцию Load Game, загрузка игры. Точно так же она будет получать в себя параметр, принимать в себя параметр имя слота. Соответственно, в Game Instance нужно определить эти события. Load Game вот сюда мы поставим. То есть тут стандартная логика из прошлого видео, когда Game Instance спрашивает, ищет слот с таким именем, который мы подали сюда в это событие. Если он существует, мы вызываем ноду load game from slot. Асинхронно, либо синхронно, без разницы. И далее мы будем записывать эту информацию в save game object. Только предварительно нужно, конечно, сделать cast еще. Cast to pp save game object. Вызываем cast и записываем в переменную. Точно так же делаем здесь. Вот у нас есть логика загрузки и точно такая же логика сохранения. Давайте Save Game. Выбираем наше событие из интерфейса. Что будет происходить при вызове функции Save Game? Мы берем наш slot name, подаем его в ноду Save Game to Slot. Что именно сохранять? Давайте вот так вот сделаем. Сохраняем мы наш pp Save Game Object. Подключаем сюда и сюда. То есть вот она стандартная логика загрузки сохранения, которую мы будем вызывать при нажатии на какую-то определенную кнопку. Давайте перейдем в нашего персонажа, blueprint нашего персонажа. Стандартный персонаж — это у нас BP First Person Character. Открываем его. Давайте где-нибудь на какую-нибудь кнопку. Давайте, допустим, кнопка 5 будет у нас отвечать за сохранение. Так, за сохранение. Что мы будем делать? Мы берем наш
game instance и вызываем у него функцию save game. Slot name давайте подключать quick save, да? То есть пока не будем усложнять логику с именами сохранений, с различными слотами, пока будем использовать один и тот же слот quick save. И при нажатии на клавишу 6 мы будем загружать игру. Мы вызываем функцию load game из того же самого слота. Теперь, сейчас, если мы запустим, ничего не произойдет, потому что у нас просто загружается при вызове этих функций, просто загружается информация и записывается в переменную saveGameObject, ну, либо она сохраняется в слот, да. То есть, как заставить предметы реагировать на эти изменения. Вы можете, конечно, самый, конечно, правильный, неправильно, а даже самый простой, быстрый способ, это на BeginPlay айтема запускать проверку, если информация об этом предмете в game инстансе, то есть он, когда у нас будет игра загружаться, то есть, допустим, это у вас здесь вы повесите, да, на какой-то, ну, допустим, на event init, то есть автоматически будет происходить загрузка, либо вы реализуете какое-то меню сохранения, загрузки, где вы выбираете слот, да, или нажимаете загрузить игру кнопку, game instance загружает игру из определенного слота, допустим, из quick save, да, получает информацию из этого слота и записывает в saveGameObject. Далее, когда у вас загружается уровень и спаунится предмет, который вы заранее расставили на сцене, у него вызывается событие event_begin_play. И на begin_play можно задать проверку. То есть он будет обращаться к нашему game инстансу и получать информацию, если поднимал ли игрок этот предмет ранее. Соответственно, вот мы записывали это при взаимодействии эту информацию, setItemState, да? И теперь нужно также сделать еще одну функцию getItemState, то есть чтобы получать информацию об этом предмете из game инстанса. Входной параметр у нас будет unique ID, а выходной параметр будет у нас boolean, то есть поднимали мы предмет или нет. Ну и еще один boolean, это о том, найдена ли вообще запись об этом предмете. Соответственно, в game инстансе нужно определить эти функции. Что мы будем делать? Когда мы отправляем сообщение getItemState нашему game инстансу, он должен взять наш saveGameObject, вытащить из него переменную itemStates и попытаться найти запись об этом предмете в этом словаре. Вызывайте ноду find и подключайте сюда ID, то есть ключ, по которому вы ищете запись. Если найдено, тут, видите, у нас два выхода, оба boolean, потому что мы так вот мы сделали, да, picked up и found. Для того, чтобы не запутаться, надо просто посмотреть, где какая переменная. Так вот, value associated with key, то есть значение, связанное с этим ключом. То есть это именно то значение, которое мы должны подать в pickup. А этот boolean у нас возвращает true, если вообще найдена запись в этом словаре. Если не найдена, то значит записи нет. Она будет выдавать нам false. Поэтому нам нужно дополнительно поставить еще branch и подключить это условие сюда. Таким образом, если запись найдена, если true, то мы будем выдавать found true, то есть запись найдена, и подавать определенное значение. Но если мы не нашли в словаре запись об этом предмете с этим уникальным ID, мы будем выдавать found false, и здесь просто ничего, игнорировать это значение. Соответственно, теперь у BP item нужно прописать begin_play. Зажатой клавишей P можете щелкнуть левой кнопкой мыши, появится нода event begin_play. На begin_play мы обращаемся также к нашему game инстансу и вызываем у него getItemState. В unique ID подаем наш unique ID из actor компонента. И теперь мы смотрим, то есть если запись найдена, branch ставим, то мы
будем что-то производить, какие-то манипуляции, да, то есть обрабатывать информацию, которую получили из слота сохранения. Если не найдена информация, то мы ничего не делать не будем. И теперь можно, конечно, просто поставить destroy actor, если true, да, но это только в этом случае единичном, если у нас буквально один параметр хранится в системе сохранения, то есть поднят предмет или нет. То есть если мы его поднимали, мы записали данные в этот словарь, здесь, где он у нас находится, в этот словарь мы записали, и значит, это значит автоматически, что если запись есть в этом словаре, то это значит, что мы уже поднимали предмет. Но у вас может быть логика сложнее, поэтому дополнительно, конечно, нужно будет еще обрабатывать эту информацию. Поэтому я ставлю еще один бранч и проверяю. То есть если предмет был поднят, тогда мы вызываем destroy actor. Вот, теперь осталось только сделать так. Сохранение быстрым мы привязали. 5 это сохранение в быстрый слот сохранения, и на 6 это загрузка из быстрого слота. Так, и теперь осталось только в Game Instance попробовать. Давайте попробуем. Пока не будем загружать, ничего загружать не будем. То есть давайте пока вот это вот отсоединим. И последнее, что нам осталось сделать, это задать уникальные значения нашим айтемам. Давайте пока что вручную просто я запишу. Давайте сделаем здесь 1 пока что. Здесь сделаем 2. И здесь сделаем 3. Давайте я сохраню игру. И давайте попробуем запуститься. Пока что просто проверим, что вот у нас вызывается сообщение item picked up, да, то есть мы подняли первый предмет, запоминайте, и второй. Третий мы оставили как есть. Теперь я нажимаю клавишу 5. У нас должно было произойти сохранение игры. И мы видим какую-то ошибку, да, давайте посмотрим get item state. Так, get item state, save game, да, проблема в том, что при инициализации game инстанса, то есть мы в этой ноде пытаемся обратиться к GameObject, но мы его не создавали. Поэтому давайте сделаем еще дополнительную проверку одну. Давайте сделаем вот так вот save GameObject. Превратим его в validated get. То есть если он валидный, то мы делаем дальнейшую проверку, да? А если он не валидный, если его нет, то мы просто будем выдавать точно такой же false вот сюда. Давайте попробуем сначала просто запуститься и выйти. Ошибок пока что нет. И, кстати, при set item state, да, то есть если у нас изначально не было создано эта переменная, то есть не был создан save game object, то set item state тоже будет выдавать ошибку. Сначала можно сделать тоже одну проверку, то есть валидный он или нет. Для этого мы берем наш save game object, проверяем его также в validated get, то есть если он не существует, то мы будем его create. Так, забыл уже, откуда эта нода была у нас. Вот. Нет, не отсюда. Вот отсюда мы возьмем. Вызываем create save game object определенного класса. Это у нас будет класс наш bp save game object. И будем записывать его в переменную. То есть при попытке записать информацию об поднятом предмете, мы будем проверять, существует ли у нас GameObject. Если его не существует, мы будем его автоматически создавать пустой, записывать в переменную и потом уже записывать в него данные. Давайте теперь попробуем. Так, здесь мы отключили все. Давайте запускаем игру, подбегаем и возьмем первые две аптечки. Первую подняли, вторую подняли, нажимаем клавишу 5. Мы должны были сохраниться. Теперь давайте попробуем на event init у GameInstance повесить загрузку из этого слота сохранения. Напомню, что он будет у нас загружать игру, точнее информацию, и нужно будет сразу ее записывать в переменную. Предварительно сделать cast. Cast to bp save game object. Сделаем cast и запишем в переменную. И далее что произойдет? Наш item при спауне, у него вызовется begin play,
он будет обращаться к нашему SaveGameObject и проверять записи о том, поднял игрок этот предмет или нет. Попробуем запуститься. Бежим и видим теперь, что этих двух аптечек у нас нет, а третья осталась в игре. Если я сейчас третью подниму и нажму снова клавишу 5, выйду, запущу игру снова, мы увидим, что и третья аптечка также исчезла, потому что мы ее сохранили, подняли и сохранили эту информацию. То есть вот такая вот простая логика именно сохранения самих предметов. Ну, на самом деле здесь прям особо ничего нового вы не увидели, потому что это больше, пока что это больше как частный случай системы сохранения. То есть сохранить вы можете все, что угодно, все, что вам нужно сохранять, все, что может измениться во время игры, вы можете все это отправлять вашему game instance, да, точнее его объекту SaveGame, записывать определенные данные сюда, и при нажатии на сохранение, на клавишу сохранения или вызове меню сохранения, смотря как вы настроите, вы будете записывать эту информацию в слот. Ну и теперь вопрос, как задать уникальный ID всем этим предметам не вручную, да, то есть, допустим, у вас их может быть сотни на предмете, да, вы не будете каждому заходить, писать или еще пытаться запомнить, кому какой ID вы создали, да. Для этого можно использовать утилиту движка, это создать editor utility widget. То есть это такой виджет, который можно запускать до запуска игры в самом редакторе и производить определенные действия. Давайте мы его создадим. Нажимаем правой кнопкой мыши, пишем, выбираем вкладку. Так, utility должна быть. Так. Editor utilities. И вы выбираете editor utility widget. Здесь можно выбрать его оформление, то есть Stackbox это просто они будут, тут есть подсказки, то есть Layout Panel, автоматически будут они распределяться дочерние виджеты вертикально либо горизонтально, да, в виджете. И Grid Panel это больше как Grid Panel. Ну, в общем, это больше по оформлению, тут нам особо не важно сейчас. Задаете ему название EUW, допустим, Generate Unique IDs. Открываете его, у вас открывается редактор, похожий на обычный виджет. Ну, по сути, это и есть виджет, который просто можно запустить отдельно от игры. Нам нужно создать здесь одну единственную кнопку. Закидываете его сюда в Stackbox. То есть вот одна кнопка появилась. Можете накинуть и текст также, да, чтобы было понятнее, что это за кнопка. И давайте зададим ей текст. Generate IDs. То есть сгенерировать ID. Теперь на кнопку, выбираем кнопку здесь, не текст, а именно кнопку. Спускаете здесь ниже и ищите событие onClick, то есть что будет происходить при нажатии на эту кнопку. Что вы будете делать? Я предлагаю такой подход, то есть вы берете просто get all actors of class, то есть эта нода выдаст вам список всех акторов абсолютно на сцене. Если вы не выберете, если выберете актор, то есть это практически самый главный класс в движке, то есть он просто выдаст вам все, абсолютно все. То есть все акторы на сцене. Потом вы должны пробежаться по этому циклу, вызываете for each loop. И потом вам нужно достать у каждого актора компонент, который вы только что создали в начале видео. Это ACBP Save. Чтобы эта нода правильно работала, вам нужно сделать так, чтобы убедиться, что в каждом акторе у вас только один компонент, один только вариант, экземпляр этого actor компонента. Вытаскиваете ноду getComponentByClass и подаете сюда ваш класс, который вы создали, actor component. Вот он. Также проверяете его на валидность, потому что не у всех акторов будет у вас этот actor компонент. То есть если есть этот actor компонент, это значит, что виджет будет понимать, что нужно дальше работать с этим актором. Далее, что нужно сделать? Нужно вытащить из этого actor компонента unique ID, переменную get unique ID. И дальше вы проверяете, если она пустая, например, да? Если она пустая, другую нужно ноду вызвать, equal exactly. Если она пустая, то мы должны сгенерировать ей уникальный ID. Да? Вы берете set unique ID, так, вызываете ноду. Есть такая нода специальная new GUID. То есть эта нода создает уникальное, как бы сказать, значение, которое
ну, насколько я понял, не может никогда совпадать. То есть вероятность того, что он сгенерирует вам два одинаковых значения, равняется нулю. И поэтому этот идентификатор можно использовать для того, чтобы задавать уникальные имена. Но имейте в виду, что с этим типом данных нельзя сделать склеивание строк, да, добавление, модификацию строк. В дальнейшем, если вы захотите поменять это значение, вам придется его переводить в string, то есть toString. Поэтому вы либо его изначально храните в vector компоненте тип переменной как GUID, и всегда его потом при манипуляциях переводите в toString. Либо изначально переводите его в toString и записываете потом сюда, в эту переменную. То есть какая логика? Мы нашли все акторы, взяли, нашли именно те акторы, у которых есть этот actor компонент, вытащили у него переменную unique ID. Если она пустая, мы генерируем новое уникальное значение, и мы должны задать эту информацию. Но если вы просто сейчас вызовете ноду set, то вы, конечно, сможете сгенерировать уникальные значения, но вы не сможете их сохранить, потому что движок не будет знать, что были внесены изменения в уровень. Поэтому есть другая немножко нода, она называется setEditor. Так, property. setEditor property. Эта нода меняет значение и дает движку понять, что произошли изменения и вам нужно сохранить уровень. Поэтому вы вызываете эту ноду, в Object тянете ваш actor компонент, в значение подключаете ваш сгенерированное уникальное значение, уникальный ID, а в property name подключаете именно название переменной. Тут важно не опечататься. Компилируем, сохраним. И теперь для того, чтобы этот виджет запустить, давайте я теперь удалю все значения у этих vector компонентов, точнее у этих айтемов, да. Я уберу им всем ID, сохраню уровень. Обратите внимание, что он теперь сохранен, звездочки нет. Теперь я нажимаю на этом нашем виджете правой кнопкой мыши и нажимаю Run Editor Utility Widget. Вы можете его куда-нибудь передвинуть, куда вам удобно, да. Вот такой вот получается виджет. Вы можете его сюда закинуть куда-нибудь. Нажимаем Generate IDs. Обратите внимание, что уровень помечен теперь как несохраненный. И теперь, если вы зайдете в каждый item, в его actor компонент, вы увидите, что у него изменилось значение unique ID. И можете убедиться, что они все уникальные. Вот, допустим, здесь 0, 2, D, E и значения, да. Давайте зайдем сюда. Здесь уже значение 7, 6, 5, 6 и так далее. И теперь, если я нажму Ctrl-Shift-S или просто сохраню уровень, да, то есть эти изменения у нас сохранятся и будут... То есть теперь у нас у каждого айтема есть свой индивидуальный идентификационный номер, можно сказать, да, вот так. Ну и теперь давайте снова попробуем. Game Instance. Давайте отключим автозагрузку. Давайте запустимся. Давайте теперь возьмем второй предмет и третий предмет. Нажимаем 5. Игра сохранилась. Теперь давайте в Game Instance включим автозагрузку. Запустим игру. И мы видим, что все работает. Первая аптечка осталась на месте, второй, третий нет. И теперь у нас есть уникальный ID у каждого предмета. То есть теперь, когда вы можете просто их скопировать все, но обратите внимание, что если вы скопируете, продублируете предмет, у которого уже здесь есть ID, то его ID, конечно, точно так же продублируется. И теперь у нас будет два предмета с одинаковым уникальным ID. Вы, конечно, можете вручную следить, да, когда вы создаете айтемы и вручную сбрасывать эти значения, потом вызывать, нажимать эту кнопку, и у вас будет генерироваться новое значение. Но где-то можете забыть, перепутать, и в итоге у вас может получиться несколько предметов с одинаковым ID, и тогда у вас сохранение не будет правильно работать. Поэтому вы можете просто немножко модифицировать этот ваш utility widget. То есть можно заставить его еще и запоминать, какие ID он уже встретил. Если он будет находить совпадения, то он их будет менять на другие. Поэтому можно создать здесь новую переменную типа string и сделать его множеством. В чем отличие массива от множества? Это в том, что основное отличие это в том, что у него не может быть два одинаковых элемента. То есть повторяться они не могут. Поэтому мы ставим set и давайте назовем его unique IDs.
То есть это будет множество уникальных ID, которые он уже перебрал. Вначале при нажатии на эту кнопку мы будем очищать это множество. Clear вызываем. И далее, когда мы пробегаемся здесь по циклу, мы проверяем не только пустое ли это значение у этого актора, да, ну, точнее у актор компонента, но и также будем проверять еще, содержит ли это множество, вот это, которое мы здесь создали, содержит ли это множество значения, которое мы только что встретили. Вот сюда вот так подаем. И у нас есть второе условие, которое, если хоть одно из них будет true, то тогда мы будем генерировать новое значение. Мы будем вызывать new GUID. И дальше мы должны записать это новое значение в это множество. Вытаскиваем это множество и вызываем функцию add. То есть мы будем записывать новое сгенерированное значение в это множество. И при дальнейших итерациях этого цикла, когда мы будем проверять следующие акторы, мы уже будем знать, что вот это вот в этом множестве появилось новый уникальный ID, и нельзя, чтобы оно повторялось. Если ни одно из этих условий не было выполнено, то мы просто должны записать это значение во множество, которое мы уже не сгенерировали здесь новое, а которое получили отсюда. Теперь давайте посмотрим. Давайте попытаемся какой-нибудь продублировать. Допустим, давайте просто первые цифры запомним. Первые значения 5, 3, Е, допустим, да, как-то так. Сюда, если зайдем сейчас. Ой, мы случайно продублировали static mesh. Вот так вот. То есть дублируем актора. Тоже видим 5, 3, Е, да. Теперь нажимаем здесь Generate IDs. И мы видим, что это значение поменялось. Потому что когда он пробегался по списку предметов, он увидел, записал этот уникальный ID, этот. А потом, когда он проверял четвертый, он увидел, что такой ID уже был у одного из предыдущих предметов, акторов, и заменил его на новый. И нам остается только сохранить уровень и дальше использовать. То есть теперь, смотрите, мы в прошлый раз, когда запускали игру, мы третью аптечку подняли. Система сохранения отработала, третьей аптечки нет, а четвертая появилась, потому что мы только что добавили ее на уровень, и ее нет в системе сохранения. Если я сейчас подниму, нажму 5 и загружусь заново, то мы теперь видим, что и четвертой аптечки точно так же нет. И такой подход вы можете использовать абсолютно для любых целей в плане сохранения. То есть вы можете сохранять абсолютно любые значения, любые состояния. То есть это не только предмет, подняли мы или нет, это его mesh, материал, позицию, локацию вращения, scale. Если у него какая-то сложная логика, да, допустим, вы сохраняете дверь открытая либо закрыта, вы сохраняете значение is locked, да, допустим, можно ли с ней взаимодействовать, допустим, да, или, например, триггер, если вы создали, то если он у вас одноразовый, чтобы он у вас не запускался каждый раз, когда вы запускаете игру заново, и либо если вы используете стриминг level, стриминг уровня или world partition, да, то есть при смене подгрузки и выгрузки уровней все акторы создаются заново. И может получиться так, что вы, например, какой-то триггер у вас отработал, он должен был деактивироваться или вообще уничтожиться, да, потом вы пошли в какую-то другую локацию, этот уровень у вас выгрузился, потом вы вернулись обратно, этот уровень у вас снова загрузился, и вместе с ним загрузился триггер, который уже должен был уничтожиться. И в таком случае вам поможет вот эта вот система сохранений, потому что при подгрузке уровня у вас каждый предмет, который требует сохранения, где вы пропишете вот эту логику на begin play, он будет обращаться к game-инстансу и проверять, подняли вы этот предмет, либо активировали триггер или нет. И в этом случае, если не трогать систему сохранения, а просто вот подгрузку и выгрузку уровня, то сохранять здесь игру вовсе не обязательно, потому что Game Instance у нас существует с момента запуска игры и до завершения вообще всего процесса. И поэтому он будет помнить, если вы выгрузили уровень, а потом загрузили, эта информация из Game Instance никуда не денется, и она будет у вас сохраняться. И в таком случае у вас BP триггер будет, например, если у вас BP триггер, он у вас будет работать корректно, потому что в Game Instance будет храниться информация уже о том, взаимодействовал игрок с ним или нет. Можно даже хранить, сколько раз игрок взаимодействовал с ним, да. Допустим, если у вас какое-то количество, да,
логика связана на количестве взаимодействий с этим триггером. Ну, в общем, примеров можно привести бесконечно много. Все зависит от того, какая у вас игра, что вам вообще нужно от этой системы сохранения. И напомню, чем больше вы храните информации в системе сохранения в слотах, тем, конечно, они будут больше весить и, возможно, будут дольше грузиться. Но какие-то определенные числовые значения, минимальные, в принципе, практически моментально загружаются, да. И этот подход хорош тем, что при загрузке уровня вы не проверяете все предметы на карте, да. То есть вы не берете из Game Instance логику, не вытягиваете get all actors of level, да, допустим, не пробегаетесь по каждому, не спрашиваете, не сверяетесь со списком, да, вы наоборот просто каждый актор заставляете, определенный актор заставляете обратиться к Game Instance. И если только найдена запись, только тогда он будет проводить какую-то дальнейшую логику. Например, вам, может быть, не надо все предметы сохранять, да, из класса BP item. Вы можете сделать здесь переменную, которая будет называться need to save, да, то есть, что вам нужно сохранять эту переменную. Сделать ее instance editable и по умолчанию сделать ее false. И на begin play повесить эту переменную и спрашивать, нужно ли нам вообще доставать данные из game instance об этом предмете. И только если стоит true, только тогда вы будете обращаться к game instance и сохранять. Допустим, у вас какой-то из этих айтемов, допустим, декоративный, да, который нельзя уничтожить, нельзя поднять, или можно просто посмотреть на него, инспектировать и обратно положить, да. То есть он не уничтожается. И, допустим, я поставлю здесь только, что вот этот предмет нужно сохранять. То есть вот эти два, точнее вот эти три предмета нуждаются в сохранении. И тогда у нас они никогда не будут исчезать. Так, давайте еще раз проверим. Вот, вот эти три предмета, они наоборот всегда будут исчезать, а четвертый никогда не будет исчезать. Давайте попробуем четвертый поднять. Давайте все их поднимем сейчас. Вот мы все их подняли, нажимаем 5, сохранились. Теперь запустили. Первые три исчезнут, а четвертый у вас всегда будет на месте. То есть он не будет выполнять какую-то логику на старте, а потом не будет проверять, надо ли его удалять или нет, потому что у него стоит need to save false. В общем, система довольно гибкая. Можете использовать ее даже в разных абсолютно проектах. Один раз ее создать и просто потом мигрировать. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.